Всем привет! Всем добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео я бы хотела показать упражнение для реабилитации после протезирования коленного сустава. Для тех, кто впервые присоединился к моему каналу, меня зовут Надежда. Я живу и работаю в Канаде, в провинции Квебек. Здесь я занимаюсь реабилитацией пациентов после протезирования коленного сустава, тазобедренного сустава, переломов, ушибов и травм. Итак, в сегодняшнем видео я покажу упражнения, которые относятся к первой фазе реабилитации. Эти упражнения следует выполнять, начиная со второго дня после операции, 2 раза в день в течение 2 месяцев. Если вы будете выполнять данные упражнения регулярно, каждый день, 2 раза в день, то я вас уверяю, что ваша реабилитация пройдет очень хорошо и ваше колено восстановится очень эффективно. Так, для удобства оперированное колено я повяжу красной эластичной лентой. Итак, первое упражнение: лежа на спине, оперированная нога. Мы начинаем выполнять движение вперед и назад. Как бы тянете ногу вперед и назад. Второе упражнение: мы должны взять небольшую салфетку и подложить ее под лодыжку. Снова лежа на спине. Мы начинаем давить коленом вниз, как будто мы хотим дотронуться до, в моем случае до коврика, в вашем случае до матраса. Держим 5 секунд и расслабляем. Таким образом у вас будет напрягаться вот эта мышца бедра, передняя мышца бедра. И расслабляем. Следующее упражнение: лежа на спине. Упражнение для ягодичных мышц. Стараемся сжать ягодичные мышцы со всей силой. Держим 5 секунд и расслабляем. Следующее упражнение. Упражнение на отведение ноги. Снова лежа. То есть вы оперированную ногу отводите в сторону примерно на 45 градусов и возвращаете назад. С большой вероятностью в первые дни вам будет сложно выполнять это упражнение, но если вы будете выполнять его каждый день регулярно, то в течение недели вы достигнете угла 45 градусов. Отводим и возвращаемся. Следующее упражнение – упражнение на сгибание колена. Упражнение сложное, болезненное. В домашних условиях мы рекомендуем взять пояс от домашнего халата. Делается оно так. Делаете крест для того, чтобы высвободить колено. И снова лежа сгибаете колено до максимальной боли. Как только вы ощущаете, что дальше вы согнуть не можете, останавливаетесь, держите 5 секунд и возвращаете. Для следующего упражнения вам понадобится пустая банка. Здесь мы используем пустые банки из-под кофе. Такие банки у нас выдаются в госпиталях. Пациент забирает банку домой. Мы берем салфетку, делаем вот так, чтобы было ноге комфортнее. Вот получается такой вот баночка в салфетке. Затем лежа подкладываем под колено. Получается вот такое исходное положение для следующего упражнения. Упражнение заключается в том, чтобы поднять ногу, при этом сокращая переднюю мышцу бедра. Держим 3-5 секунд
и возвращаем. Очень вероятно, что в первые 2-3 дня вы сможете поднять ногу совсем немного. Это абсолютно нормально. Если вы будете выполнять упражнения регулярно, то за первую неделю-полторы вы сможете полностью разогнуть ногу. Разгибаем, держим 5 секунд и возвращаем. Следующее упражнение – упражнение на разгибание коленного сустава. Напомню, что основными целями реабилитации при протезировании колена является сгибание колена на 110 градусов и также разгибание колена на 0 градусов. Кстати, у меня есть видео по поводу целей реабилитации. Если вы еще не посмотрели, обязательно посмотрите. Так вот, это упражнение направлено на разгибание коленного сустава. Мы должны положить ногу на противоположный стул. Таким образом, под действием гравитации коленный сустав будет разгибаться. Это очень болезненное упражнение. Его следует начинать приблизительно с 30 секунд и постепенно доводя время до 10 минут. Как только вы почувствуете, что вам легко выполнять данное упражнение, нужно что-то положить на колено. Как правило, дома это может быть книга, раскрытая книга, это может быть книга по кулинарии, либо словарь. То есть мы раскрываем и кладем на колено. Таким образом, под действием гравитации плюс под действием веса книги колено начнет разгибаться. Это очень-очень эффективное упражнение. И я также хочу напомнить, что разгибание колена – это очень важный показатель, потому что именно при нулевом градусе разгибания вы сможете спускаться по лестнице, использовать лестницу и также ходить не хромая. Поэтому обратите особое внимание на выполнение этого упражнения. Следующее упражнение снова сидя на краю стула. Упражнение на сгибание коленного сустава. Если вам будет сложно выполнять это упражнение, то вы можете надеть пластиковый пакет на ногу. Таким образом нога будет лучше скользить. Либо надеть носок. Таким образом тоже нога будет лучше скользить по полу. Упражнение выполняется вы сидя, вы начинаете сгибать ногу. Как только вам становится сложно это делать, другой ногой вы помогаете и сгибаете ногу еще сильнее назад. Держите в течение 5 секунд и возвращаетесь. И последнее упражнение в данной серии – это упражнение на разгибание ноги в положении сидя. Снова это оперированная нога. Вы поднимаете ногу, держите 5 секунд и опускаете. Опять же, если в течение первых дней вы будете поднимать ногу совсем немного, это абсолютно нормально. Если вы будете выполнять упражнения регулярно, то где-то примерно 1-2 недели вы сможете разогнуть колено полностью. И возвращаемся. Итак, это были упражнения, которые следует выполнять в первой фазе реабилитации. Упражнения следует выполнять каждый день, 2 раза в день. Если вам будет больно выполнять эти упражнения, вместо 10 повторений вы можете выполнять 5-6 повторений каждого упражнения. Максимальная боль при выполнении упражнений не должна превышать 5-6 по шкале из 10. Представьте, что 0 – это совсем никакой боли, 10 – это боль, которая максимальная, которую вы можете себе представить. Так вот, при выполнении упражнений боль не должна превышать 5-6. Также я напомню, что лучшим и самым эффективным упражнением является ходьба. Ходить нужно как можно больше в течение дня. Нужно ходить, не лежать, нужно двигаться. Также ходьба, она способствует снижению риска возникновения флебита в ногах.
то есть это маленький камень, который может возникнуть в венах после операции. Также очень распространенная проблема после оперирования – это отек ноги. И если у вас нога очень сильно отекает, то первым делом нужно снизить этот отек. Есть очень эффективное упражнение для этого. Лежа на спине, вы подкладываете несколько подушек под ногу, то есть нога у вас находится в положении выше сердца, и вы начинаете выполнять упражнения взад-вперед ногой. Таким образом отек он будет спадать, то есть жидкость будет опускаться, вернее, к сердцу, потому что если у вас будет отечность в ноге, то вам будет сложно выполнять упражнения. Поэтому, в общем, первым делом нужно снизить отек и потом уже приступать к выполнению упражнений. Если у вас остались вопросы после просмотра этих упражнений, пожалуйста, задавайте, оставляйте вопросы в комментариях. А я прощаюсь с вами, я желаю вам хорошей и успешной реабилитации. Всем пока, всем до следующих видео.